Вы сидите на диване, ваша рука мерно скользит по мягкой шерсти, и в этот момент кажется, что в мире нет ничего более мирного и гармоничного. Вы чувствуете вибрацию мурчания. Кошка выглядит абсолютно расслабленной, и вы уверены, что между вами царит полное взаимопонимание. Но внезапно, без видимой причины, зубы вашего питомца впиваются в вашу руку. Это не легкое игровое покусывание, а настоящий укус, который оставляет следы, а иногда и кровь. Вы отдергиваете руку, чувствуя обиду и замешательство, и задаете себе один и тот же вопрос: «За что?». Правда, скрытая за этим моментом может вас шокировать. Ваша кошка — это высокоточный биологический шедевр, чей мозг работает по протоколам, которые не менялись десятки тысяч лет. В ее сознании вы не просто хозяин, а огромная, на удивление медлительная, но бесконечно любимая кошка — лидер ее колонии. И этот укус не акт ненависти. Это самое громкое сообщение на ее языке, которое она была вынуждена отправить после того, как вы проигнорировали все ее вежливые просьбы. Сегодня мы расшифруем этот и еще 14 других таинственных сигналов, чтобы вы наконец-то поняли, что на самом деле происходит в голове вашего маленького хищника. 1. Великая перезагрузка. Почему она умывается после падения? Бывало ли так? Кошка грациозно прыгает на стол, но промахивается. Или поскальзывается на ровном полу и падает с дивана во сне. Вместо того, чтобы просто встать и пойти дальше, она тут же садится и начинает интенсивно вылизываться, как будто именно это и было ее планом с самого начала. Вы можете подумать, что она просто внезапно решила помыться, но на самом деле это замещающее поведение. Это психологический механизм, когда мозг кошки сталкивается со стрессом, смущением или ситуацией, где что-то пошло не по плану, он не знает, как реагировать. Чтобы сбросить напряжение и перезагрузить нервную систему, кошка переключается на действие, которое ей знакомо и максимально безопасно на уход за собой. Это кошачий эквивалент того, как человек, попав в неловкую ситуацию, внезапно достает телефон и начинает листать ленту, делая вид, что очень занят. Если ваша кошка упала и начала умываться, она не моется, она восстанавливает свой внутренний баланс. 2. Засада в коридоре. Охота на лодыжки. Вы спокойно идете по коридору, и вдруг из-за угла вылетает меховой снаряд, вцепляется вам в ногу и мгновенно исчезает обратно в тени. Вы стоите с царапиной и в шоке, а кошка уже выглядывает из укрытия с расширенными зрачками, готовясь к новому заходу. Шокирующая истина в том, что это не агрессия и даже не вредность. Ваши ноги, проходящие мимо дверного косяка, это идеальный движущийся объект на уровне Земли, который запускает древний охотничий инстинкт засады. Мозг кошки реагирует на движение быстрее, чем она успевает осознать, что это ее любимый хозяин. Чаще всего так ведут себя кошки, которым катастрофически не хватает игрового времени. Ваша лодыжка стала единственной доступной добычей в ее мире. Всего 15 минут активной игры с удочкой перед сном могут полностью остановить эти нападения, потому что инстинкт будет удовлетворен на игрушке, а не на вашем теле. 3. Мягкая лапа. Контрольный замер реальности. Вы лежите в постели и вдруг чувствуете, как мягкая лапка без когтей аккуратно трогает вас за щеку. Она не бьет и не царапает, а просто касается подушечкой несколько раз, будто проверяет, настоящие ли вы. Именно это она и делает. Подушечки кошачьих лап — это не просто мягкие фасолинки, это сверхчувствительные сенсоры, наполненные нервными окончаниями. Когда кошка трогает ваше лицо, она проводит сканирование. Она считывает температуру вашей кожи, текстуру и даже вибрации от вашего дыхания. Для нее это способ убедиться, что вы здесь и что с вами все в порядке. Это контрольный замер самого ценного объекта на ее территории, совершаемый с глубоким интересом и заботой. 4. Розовый кончик, когда мозг завис. Каждый владелец видел это. Кошка сидит, смотрит в одну точку, и у нее изо рта на пару миллиметров торчит кончик языка. Это выглядит нелепо и очень мило, но причина этого явления — полное расслабление или программный сбой. Чаще всего это случается, когда кошка настолько расслаблена,
что ее челюсть приоткрывается, и язык просто выскальзывает наружу. Это кошачий аналог человека, который задумался и открыл рот, не замечая этого. Иногда это происходит после умывания. Кошка отвлеклась на резкий звук, и команда мозга убрать язык просто не дошла до мышц вовремя. Программа прервалась на полпути, оставив язык снаружи. Если в остальном кошка здорова, это просто признак того, что ее мозг взял небольшую паузу. 5. Черные дыры. Тайный язык зрачков. Вы смотрите на кошку, и ее зрачки из узких щелочек внезапно превращаются в огромные черные круги, занимающие почти весь глаз. Это выглядит пугающе, но на самом деле это индикатор эмоционального пика. Расширенные зрачки означают, что мозг кошки максимально возбужден. Это может быть азарт охоты, страх или, что самое удивительное, глубокая привязанность. Когда кошка смотрит на вас такими глазами, будучи расслабленной и мурчащей, это означает эмоциональный подъем от вашего присутствия. Ее мозг хочет впустить как можно больше света, чтобы рассмотреть вас в максимальном разрешении со всеми деталями. Она смотрит на вас большими глазами, потому что вы для нее того стоите. 6. Археология на кухне. Почему она закапывает пол? Кошка поела и вдруг начинает усердно скрести лапой по кафелю вокруг миски, пытаясь засыпать еду невидимой землей. Иногда она даже приносит кухонное полотенце или ваши носки, чтобы накрыть остатки корма. Она не критикует ваш вкус в еде и не говорит, что корм испорчен. Она выполняет древний ритуал сохранения ресурсов, которому 20 лет. В дикой природе ее предки закапывали остатки добычи, чтобы запах мяса не привлек опасных хищников или конкурентов. Даже если на вашей кухне нет гиен, инстинкт требует спрятать ценный ресурс на потом. Это признак того, что программа выживания в ее голове работает безупречно. Крепость под одеялом. В поисках идеальной норы. Вы заправили кровать, а через 5 минут обнаруживаете под одеялом шевелящийся бугорок. Кошка зарылась внутрь и устроилась там, как в норе. Для кошки одеяло — это идеальное укрытие, которое объединяет 3 базовых потребности: безопасность замкнутого пространства, тепло и ваш запах. В природе кошки спят в нишах или дуплах, где ни один хищник не сможет подобраться незамеченным. Под одеялом она может полностью отключиться, зная, что находится в крепости, которая к тому же пропитана ароматом самого надежного существа в ее жизни — вас. 8. Рефлекс встряхивания. Почему она ненавидит влагу? Стоит кошке наступить в маленькую лужицу или почувствовать каплю воды на лапе, как она начинает трясти ею с невероятной скоростью. Это не просто каприз чистоплотного животного. В отличие от собак, чья шерсть защищена водоотталкивающим слоем, кошачья шерсть быстро промокает до самой кожи. Она тяжелеет, слипается и перестает греть. Для хищника, выживание которого зависит от ловкости и скорости, мокрая шерсть — это потеря мобильности и риск переохлаждения. Рефлекс тряски лапой срабатывает автоматически, раньше, чем мозг успевает подумать. Это древний механизм защиты, потому что в дикой природе каждая секунда с мокрой лапой — это секунда уязвимости. 9. Телефонный барьер. Битва за ваше внимание. Вы лежите, уставившись в экран телефона, и тут кошка подходит и начинает настойчиво тереться мордой о гаджет, пытаясь его сдвинуть. Это не случайность. Во-первых, это конкуренция за внимание. Она видит, что вы сосредоточены на светящемся прямоугольнике, а не на ней, и физически вставляет себя между вами и конкурентом. Во-вторых, телефон теплый, пахнет вашими руками и вашим жиром, а значит, является важным объектом, который нужно пометить своим запахом. Она не знает, что такое процессор, но знает, что этот предмет крадет ее время и должен быть помечен как общая собственность. 10. Кошачий маникюр. Зачем она грызет когти? Вы слышите характерный хруст, кошка сидит и методично обкусывает когти на лапах, работая зубами как кусачками. Это не признак стресса, а важная гигиеническая процедура. Когти кошки растут слоями, как луковица, и со временем внешний слой отмирает, становится тупым и начинает мешать. Обкусывая их,
Кошка снимает старую оболочку, обнажая под ней новый, острый и готовый к работе коготь. Если вы находите прозрачные чехольчики от когтей на полу, это признак того, что ваша кошка отлично заботится о своем оружии. 11. Змея на подушке. Почему она нападает на волосы? Вы поворачиваетесь во сне, и вдруг кошка вцепляется вам в волосы, начинает их кусать и тянуть лапами. Для кошачьего глаза длинные, извивающиеся и непредсказуемо движущиеся волосы выглядят как идеальная добыча вроде змеи или хвоста другого животного. Охотничий рефлекс включается мгновенно, прежде чем она поймет, что это часть вас. С другой стороны, если она делает это мягко и начинает их вылизывать, это уже не охота, а груминг — знак того, что она принимает вас в свою семью и ухаживает за вами так, как умеет. Разницу легко понять. Если когти выпущены — это игра, если убраны — это любовь. 12. Спина к спине. Высший знак доверия. Кошка запрыгивает на диван, садится рядом, но разворачивается к вам спиной и смотрит в другую сторону. Многие обижаются, думая, что их игнорируют, но это ровно наоборот. В кошачьем мире повернуться спиной значит показать максимальную уязвимость. Кошка, которая вам не доверяет, всегда будет сидеть к вам лицом, чтобы контролировать каждое ваше движение. Повернувшись задом, она говорит: «Я настолько уверена в тебе, что мне не нужно за тобой приглядывать. Я знаю, что ты меня защитишь». Это тихий комплимент вашему статусу как надежного лидера. 13. Шнурки, змеи. Опасная игра. Шнурки, свисающие с ботинок, это магнит для кошки. Их форма и то, как они непредсказуемо покачиваются, идеально совпадают с профилем природной добычи мышиного хвоста или ящерицы. Мозг кошки оценивает объект по движению, а не по материалу. Однако это опасная привычка. Из-за строения языка с крючками, направленными внутрь, кошка не может легко выплюнуть то, что попало ей в рот. Если она проглотит кусок шнурка, это может вызвать смертельно опасную непроходимость кишечника. Играть со шнурками можно только под вашим строгим присмотром. 14. Момент истины. Почему она упирается в вас лбом? Кошка подходит, опускает голову и с силой упирается лбом вам в руку или лицо, после чего замирает на несколько секунд. Это не просто бадание, это один из самых интимных жестов в ее арсенале. На лбу у кошки находятся пахучие железы. В этот момент неподвижности она одновременно оставляет на вас свой аромат и впитывает ваш. Это знак абсолютной расслабленности и доверия. Это ее способ сказать без единого звука: «Ты мой человек, и я подтверждаю это всем своим существом». 15. Настоящая причина, почему кошки кусают шокирующе. И вот мы подошли к самому главному вопросу. Почему же она кусает вас, когда вы ее гладите, и все, казалось бы, идет хорошо? Чаще всего это происходит из-за перестимуляции. Кожа кошки — это огромный сенсорный орган. Если вы гладите ее слишком долго, слишком интенсивно или в чувствительной зоне, ее нервная система в какой-то момент переключается из режима «приятно» в режим «больно», без всякого перехода. Шокирующая правда в том, что кошка всегда предупреждает вас об этом, но на языке, который мы часто игнорируем. Перед укусом ее хвост начинает дергаться, уши чуть разворачиваются в сторону, а кожа на спине начинает дрожать. Для кошки это были 3 четких предупреждения. «Хватит, мне неприятно, я сейчас укушу». Но для человека, который не смотрит на хвост, укус становится первым замеченным сигналом. Кошка может укусить и по другим причинам. От азарта игры, когда грань между рукой и добычей стирается, от страха, если она чувствует себя загнанной в угол, или от боли, если вы случайно задели больное место, о котором не знали. Запомните, кошка, которая вас кусает, не ненавидит вас. Она разговаривает с вами единственным способом, который сработал после того, как все ее вежливые попытки достучаться до вашего внимания были пропущены. Ваша задача не наказывать ее, а научиться слышать ее тихий шепот до того, как она будет вынуждена закричать зубами. Заключение. Ваша кошка — это не просто домашний питомец, это живая летопись древних инстинктов,
упакованная в мягкую шерсть. Каждый ее странный поступок от умывания после неудачи до внезапного укуса имеет глубокий смысл. Берегите своего маленького хищника. Помните, что за ее тишиной скрывается сложнейший язык, и ваше понимание этого языка — единственный путь к настоящему доверию. В следующий раз, когда она укусит вас, не сердитесь. Посмотрите на ее хвост, вспомните про перестимуляцию и поймите, она просто хочет, чтобы вы ее услышали. Ведь в этом огромном мире вы ее единственный дом, и она делает все возможное, чтобы вы об этом не забывали.